Компьютерщики, приветик, я Штукенция. В этом видео я вам расскажу свои впечатления после уже 2 дней использования постоянного своего нового ноутбука. Это ноутбук Lenovo Yoga, модель есть в описании. Я хочу ответить на те вопросы, на которые я бы хотела узнать ответы, когда я искала видео про этот ноутбук. Первый вопрос: насколько он на самом деле мощный? Когда ты видишь какие-то характеристики у компьютера, всегда ты такой: а можно ли при этом запустить Photoshop, а не будет ли лагать, а смогу ли я там сделать стрим, или будет лагать, или не будет лагать. Ну, то есть сложно вообще по цифрам оценить, тем более он тонкий, легкий, и всегда есть какой-то предрассудок на тему того, что можно написать все что угодно, а по факту он при этом может быть не очень быстрый. Что я пока что заметила из моих задач? Мне показалось, что компьютер для меня достаточно быстрый, то есть он, да я бы даже сказала, крайне быстрый, в нем вообще ничего не тормозит, не лагает. Я вчера делала стрим на YouTube, у меня прекрасно все работает, через приложения, через программы, все открывается очень быстро, нет проблем каких-то, ну, в общем, технического характера я не заметила никаких проблем. Вот я видела, люди там переживают еще на тему Wi-Fi модуля. Очень много было сообщений, что у многих людей прерывается Wi-Fi модуль. У меня такого тоже не было. Я вчера делала долгий стрим специально для проверки этой гипотезы. Тоже сижу как бы в интернете целый день, уже второй день все обновляю, постоянно что-то обновляется. У меня ни разу никаких проблем с Wi-Fi модулем не было. Не знаю, почему кто-то об этом пишет. Возможно, это была какая-то проблема. Может быть, какие-то драйвера выпустили. Честно говоря, не в курсе. Я просто все обновила постепенно, и у меня ни разу такой проблемы не было. Дальше люди писали по поводу острых граней. Я видела частые комментарии типа того, что ой, вот, типа, у этого ноутбука очень острые грани, и типа это напрягает людей, им сложно с этим ноутбуком, его сложно открыть или сложно закрыть и так далее. По поводу этой ситуации, значит, в чем здесь суть? Смотрите, вот эти верхние грани, которые как бы идут с внешней стороны ноутбука, которые вы трогаете постоянно, когда печатаете или когда работаете, мне они кажутся не острыми. Я не знаю, то есть я их когда трогаю, мне не остро. Они обычные, мне кажется, хорошо отполированные, ну, может быть, такие четкие грани, но назвать их острыми я бы не назвала ни в коем случае. Верхняя крышка, так она вообще гладкая, она очень такая округлая. Где есть острые грани, реально, это внизу ноутбука. Как бы как он стоит на таком днище, и если захотеть вот так вот его как бы пальцами за это днище взять, то вы почувствуете, что да, там есть острые грани. Но опять же, острые не настолько. Я видела, люди пишут типа: ой, боже мой, я беру этот ноутбук и боюсь порезаться. Ну, когда я беру этот ноутбук, ну, я просто чувствую, что там есть немного острые грани, но они как бы острые не то, что прям, ну, их, и за счет них больно тащить ноутбук или нет. Нет, такого вообще нет. Просто, когда ты сравниваешь поверхность вот эту, она обычная, ну, прям никакая, да, обычная поверхность, не острая, не просто гладкая. Но когда ты берешь ноутбук снизу, да, ты ощущаешь такое странное чувство, что, может быть, он снизу немного более острый, чем сверху. И если бы, наверное, я его таскала часто за это дно, вот именно пальцами. Просто если ты берешь пальцами, это чувствуется. Если ты берешь вот так вот ладонями, ну, как обычно мы несем ноутбук, мы же не пальцами, не за краешек его берем, а берем как бы вот, ну, полностью, да, то в таком случае это уже вообще не чувствуется, потому что как бы грани не совсем с краю, а немножко сложно объяснить, там такая конструкция, она не совсем монолитная, а как бы вот так идут грани, и внутри дальше продолжается крышечка. То есть, когда ты берешь пальчиками, это чувствуется. А когда ты берешь ладонью, ладонь берется за всю нижнюю крышку, и уже этого не чувствуется. То есть, если носить ноутбук как обычно, то вы этого тоже не почувствуете. И, в общем, что я могу сказать? Я ноутбук, ношу по своей квартире туда-сюда, и первое время я как бы удивлялась, да, что когда так пальцы подсовываешь, там немного остро. Но это, опять же, я бы не сказала, что это приносит мне какой-то дискомфорт, потому что, во-первых, можно его взять вот так вот спереди и сзади, и тогда он вообще будет гладкий, то есть как бы если брать его вот за эту край и за тот,
то этого вообще не чувствуется. Но даже если взять так, ну, к этому, мне кажется, легко привыкнуть, потому что у каждого девайса какие-то свои тактильные особенности. И, ну да, может быть, это немного странная особенность, я согласна. Но она мне лично вообще никакого дискомфорта не приносит. И, ну, короче, я бы не стала ориентироваться на это при выборе ноутбука, если честно. Это вообще не проблема. Дальше я видела вопросы на тему экрана. Люди писали огромное количество заметок, что типа здесь очень сильно глянцевый экран, очень плохо видно, все дела. Что я хочу сказать? Это, ну, отчасти будет правда, потому что поскольку здесь стоит дисплей Touch, насколько я знаю, в современном мире у устройств телефонов, там, планшетов, компьютеров, если вы видите тач-экран, ну такой вот классический, обычный, да, то он будет всегда глянцевый, за исключением очень шибко дорогих и профессиональных графических планшетов, там, Wacom и некоторых других, которые специально делают экран матовый, за счет этого он, ну, как бы само устройство становится дико дорогим, то есть там, по сути, весь экран, который вы покупаете, стоит как целый ноутбук, да, со всеми внутренностями. То есть, в принципе, можно было бы сделать, наверное, матовый такой антибликовый совсем экран, но, как я понимаю, это довольно дорого, поэтому если бы здесь стоял еще такой экран, то этот бы ноутбук стоил как 2 таких ноутбука. Поэтому здесь стоит глянцевый экран, который дешевле в производстве, и его используют во всех топовых моделях на сегодняшний день, там, смартфонов. Например, у меня телефон Samsung Galaxy 10, у него абсолютно такое же покрытие, то есть он тоже как, ну стекло не матовое, глянцевое, да. Что это касается, как это на практике? На практике все зависит от того, как вы сидите и как вы привыкли работать. Я так скажу, вот если у вас есть современный любой смартфон, то вы легко поймете, подойдет вам такой экран или нет. Вы просто берете свой телефон, ну и пытаетесь посмотреть на свой телефон в разных ситуациях. Ну, да, объективно есть ситуации, в которых довольно сложно смотреть на экран телефона. Там, это может быть яркое солнце, это может быть, когда вам в спину светит что-то, и это отражается в смартфоне. Но вы всегда находите какое-то другое положение, да, чтобы посмотреть получше, ну и найти как бы оптимальное положение для работы. Когда я нахожусь дома, вот конкретно сейчас, вот в таком сетапе, в котором я сейчас нахожусь, мне не очень хорошо видно на экране, но с чем это связано? С тем, что вот отсюда, вот как бы сбоку от вас, шпарит очень сильно яркая лампа, которая освещает меня для видео. То есть если я ее сейчас выключу, у меня станет все прекрасно, потому что до этого я сидела здесь же, все было отлично, было все прекрасно видно при обычном свете, да, ну, то есть если нет специального софтбокса для видео, то все прекрасно. Конечно, если есть какой-то дополнительный яркий источник освещения, то немного будет сложновато. Он отсвечивает, экран становится немножко сложный для использования. Поэтому надо смотреть, в каких условиях вы собираетесь использовать этот ноутбук. Если вы, например, его покупаете для того, чтобы, не знаю, контролировать процесс записи видеошоу, то это 100 пудов не лучшая идея, потому что если вы сидите в студии, где много источников света, и они очень яркие, и они вам будут бросаться в экран, не подойдет, правильно? Или вы собираетесь с этим ноутбуком постоянно там под ярким солнцем ходить, общаться с клиентами, там, я не знаю, на улице, да, под палящим солнцем пустыни. Тоже не подойдет, потому что, ну, слишком он бликует, слишком он как бы отражающий. Но если вы собираетесь работать в обычной атмосфере, ну, в тени, там, не знаю, дома у себя сидеть, в обычной комнате, где у вас там лампа горит, вот в таких ситуациях никакой проблемы я не испытала. Я спокойно сидела и в одной комнате, и в другой, и при дневном свете, и при вечернем, при лампе, при ночнике, в общем, никаких проблем я не испытала. При этом, да, он, опять же, я не скажу, что он прям ровный, все равно в некоторых ситуациях он что-то там отражает, но как-то к этому я лично быстро привыкла, потому что здесь хорошая яркость, если на экране что-то происходит, ну, то есть ты не обращаешь внимания, там, если там, я не знаю, что-то, какой-то кусочек чего-то отражается, как-то твое внимание быстро от этого отключается. Но в целом я хочу сразу сказать людям, которым это важно, матовый экран, это другой тип устройств. Если вам нужен матовый экран, покупайте какое-то другое устройство, потому что здесь экран заточен под тач. Здесь как бы его основная фишка в том, что он для рисования, он для художественных работ и работы со стилусом. Вот, и как бы если вам это вообще не нужно в жизни, то есть вы не собираетесь ничего там рисовать на этом экране,
Если бы мне это было не нужно, я бы в жизни не купила такой ноутбук, потому что, ну, во-первых, это слишком дорого, а во-вторых, зачем, если можно купить другой ноутбук вообще, ну, понимаете, короче, все исходит из ваших задач. Следующий такой тоже вопрос, который меня очень сильно интересовал, в целом, это как бы эстетические ощущения от этого ноутбука. По видео, честно скажу, очень сложно понять, поэтому я даже не буду пытаться как бы вам его со всех сторон показывать, уже все, по-моему, это сделали, есть куча видео, куча обзоров, но я просто хочу вам передать свои ощущения от этого устройства, чисто, знаете, вот какие-то тактильные, ощущения по эстетике, ощущения по сборке, ощущения... Ну, просто вот ты держишь вещи, как она нравится тебе или не нравится, что ты замечаешь, какие чувства у тебя это вызывает. Мне кажется, это довольно интересно. Первое, что я испытала, когда увидела этот ноутбук, это дикий восторг, потому что он очень красивый. Вот реально этот ноутбук просто произведение искусства. Вот если посмотреть на него вот так вот, знаете, просто вау, он реально очень красивый. Мне нравится дизайн этого ноутбука больше, чем у всех ноутбуков, которые я когда-либо видела. Наверное, можно создать какой-то более крутой дизайн, там, я не знаю, там, в будущем, может быть, опять какие-то другие ноутбуки, я не знаю. Но из того, что я видела, я была и в магазинах, тестировала, там были все модели ноутбуков вообще, которые сейчас продаются. Я проходила, посмотрела, потрогала каждый ноутбук. Также я в интернете смотрела ноутбуки, которые еще, там, например, в России не продаются, или только собираются, там, новые модели. В общем, среди всего, что я видела, вот дизайн этого конкретного ноутбука, мне кажется, на мой вкус, идеально. В чем это выражается? Здесь все очень просто, лаконично, цвета очень аккуратные. То есть даже вот у меня цвет называется платина, но по факту я сначала думала, что это будет просто как серый, знаете, ну серебряный, ну типа как, ну вы видели, наверное, такой обычный серебряный цвет. Но это не так. У этого ноутбука цвет, конкретно платина, который у меня, он, знаете, какой-то такой тепло-серебряно-коричневый, серебряно-бежевый, я бы так его обозвала. Он совсем не холодный, вот такой вот обычный какой-то серый серебряный цвет. Нет, этот цвет, он такой уходит в теплоту, и он немного даже припущен по своему оттенку. То есть он не такой светлый, как бы в сторону серебра уходит, а он уходит в сторону как бы серого чего-то чуть-чуть. То есть он такой немножко более темный и более теплый, чем тот серый, к которому мы обычно привыкли. Изначально я хотела очень темную модель этого ноутбука. Я смотрела видео, мне казалось, что темные выглядят, ну, типа, более как-то прикольно, интересно. Но буквально перед покупкой, когда мы уже нашли вариант, и я поняла, что там будет платинум, я сначала такая подумала, ну, типа, да ладно, мне, в принципе, пофигу какой, это уже, знаете, без разницы, потому что там была такая долгая история, как мы пытались купить этот ноутбук, поэтому, когда мы его уже нашли, я подумала, слава богу, я просто начала в интернете какие-то тоже смотреть обзоры, и вдруг мне стали попадаться видео, где эти ноутбуки стоят рядом. То есть изначально я смотрела на них по отдельности. Отдельно серый, отдельно платинум. А потом в каком-то видео я увидела рядышком. И чисто по моим ощущениям я порадовалась наконец-то, что у меня будет именно платиновый, потому что мне он на сравнение лично мне понравился больше из-за того, что темный, ты не понимаешь, это металл или это пластик, потому что сейчас очень много ноутбуков черных сделано из пластика. И там вот у этого черного оттенка, как мне показалось, такой цвет, такой, знаете, вот неочевидный. То есть, если ты знаешь, что это металлический корпус, ну, типа, да. А так ты можешь подумать, что он сделан из пластика, потому что он не особо блестящий, он такой немного, знаете, как матовый. Это тоже вообще не особо блестящий, он такой немножко матовый. Поэтому за счет этого может показаться, что это пластик. Ну, а мне нравится вот металл, не знаю, мне всегда хотелось металлический ноутбук, именно чтобы было видно, что это кусок металла, я не знаю, так тупо, но мне прям хотелось, мне нравятся вот металлические какие-то конструкции. Поэтому, когда я увидела их в сравнении, я поняла, что конкретно мне понравился больше вот этот цвет. Дальше. По поводу ощущений от клавиатуры. Она просто отличная клавиатура, не знаю, то есть есть многие люди, которым не нравится чем-то эта клавиатура, ну, я не знаю, она нормальная, ну, с ней все отлично, она очень приятненько кликает, вот так вот. Ну, это звуки, это у меня в Windows, там что-то. Она
приятно очень кликает, у нее такой вот приятненький ход, не знаю, для меня все идеально. Опять же, видела люди, там ругаются на тачпад, им чем-то тачпад не угодил. На мой вкус, это один из лучших тачпадов, который я видела. Я ходила по всему магазину, где ноутбуки были совершенно в разной ценовой категории. И мне кажется, здесь тачпад один из лучших. Ну, по крайней мере, по дизайну уж точно. Ну, в нем все идеально, он очень классно работает. Короче, я не знаю, серьезно, кому может не понравиться этот тачпад, по-моему, он офигенный. То есть именно в плане, ну, как бы юзабилити все супер, кроме сканера отпечатков пальцев, с которым я никак не могу подружиться. Кстати, у меня такая же проблема была на телефоне первоначально. Я никак не могла зайти в свой телефон по отпечатку пальца, у меня просто ничего не работало. Но потом я как-то научилась, и сейчас я в телефон постоянно вхожу через сканер отпечатка пальцев, из чего я делаю вывод, что надо научиться как-то им пользоваться. И здесь та же фигня. Я уже второй день, я его уже миллион раз перенастраивала, и все равно я не могу зайти, он как бы не работает, он меня не пропускает по этому сканеру. Поэтому, ну вот, со сканером такая фигня, я не знаю, это проблема сканера, это проблема моя, скорее всего, моя. Может, это проблема Windows, что там как-то по-особому это. Ну, конечно, там самая большая проблема еще в том, что когда ты настраиваешь отпечаток пальца, тебе такие непонятные инструкции пишут, что ты такой... Так мне сейчас поднимать или опускать? Так мне сейчас что делать? Ну, то есть реально очень все непонятно. Вот, поэтому как только я разберусь с отпечатком пальца и научусь входить по отпечатку пальца, я чувствую, я буду делать отдельное видео, а пока я реально не знаю, как это делать, и у меня не получилось. Что еще? По поводу сборки у людей были вопросы, типа, почему там, типа, петля где-то вроде бы соединена, а где-то не соединена, где-то экран так идет, где-то экран так идет. Короче, если бы я не прочитала в интернете, что какая-то петля с чем-то соединена, какая-то нет, и что это какая-то технологическая или что-то особенность, я бы вообще это никогда не заметила. Вот честно, то есть в целом общий дизайн мне представляется ну как бы, нет, не монолитным, но очень прочным, очень таким хорошим. То есть у меня никаких вот именно каких-то проблем, таких прям, знаете, что мне что-то прям жутко не понравилось по поводу дизайна, вообще не было. Мне наоборот понравилось, что он такой плотный, он нигде в нем ничего не хрустнул и не хрустит. Даже когда ты его выворачиваешь как планшет, он полностью, как, знаете, какой-то единый организм действует. То есть в плане дизайна все офигенно. Единственное, есть некоторые, я бы так их назвала, знаете, сложности для перфекциониста с хорошим зрением. Я так это называю. В общем, если вы перфекционист, и у вас хорошее зрение, и вы замечаете всякие детали, то здесь у вас могут возникнуть некоторые трудности, потому что у этого ноутбука я подразумеваю, что все то, что я сейчас буду говорить, связано исключительно с тем, что он выворачивается как планшет, и за счет этого у него немного нетипичная конструкция вообще деталей. Именно для того, чтобы эти детали могли при выворачивании экрана наружу, ну, грубо говоря, не портиться, да, поэтому, когда ты смотришь на некоторые места, тебе кажется, что они... Ну, в общем, вот буквально бы на миллиметр хотелось бы их как-то немного сдвинуть, чуть-чуть вот как-то их, я не знаю, типа передвинуть, а потом ты начинаешь выворачивать ноутбук, ну, как планшет, и ты видишь, что при выворачивании, собственно, вот эти вот места, которые тебе казались, ну, грубо говоря, там, типа, несимметричными или не идеально сложенными друг с другом, они вдруг идеально складываются. И, в общем, я думаю, что это просто как бы за счет вот этой конструкции трансформера, она в целом довольно инновационная, она в целом как бы сложная, потому что это устройство большое, и оно при выгибании туда-сюда как бы есть некоторая упругость деталей. И за счет этого они вот сделаны так, что иногда твой глаз перфекциониста такой думает, блин, ну я бы это все немножечко бы вот... Вот, но по факту это, конечно, такая мелочь, потому что, опять же, когда ты тут трогаешь руками, ты понимаешь, оно все абсолютно, монолитно, бездвижно, как бы нигде никаких нет люфтов, вообще абсолютно нигде нет никаких звуков. То есть качество сборки визуально я бы ему, может быть, сняла пару баллов, именно, причем в таких неочевидных местах, знаете, вот когда ты просто сидишь за компьютером, ты этого никогда не увидишь. Но просто если ты, например, начинаешь его сгибать, то в некоторых местах, там, если смотреть на него под определенным углом, можно вот что-то такое заметить. Но, в общем, это полное, конечно же, это не важно, я бы так сказала.
это не влияет на общее восприятие. А в целом, когда ты просто сидишь за этим компьютером, он производит впечатление прям идеального. Очень мне нравится его цвета, мне нравится его все, мне нравится в нем абсолютно все. Я не знаю, так счастлива, что я купила этот компьютер. Ни капельки, никакого, знаете, сожаления, хотя вроде, казалось бы, такая туча денег, но все-таки я считаю, что он стоит своих денег. Мне совершенно вот, не жалко, знаете, было все как бы это потратить на него деньги. И я испытываю гигантское удовольствие, когда за ним работаю, мне все нравится. Так что в целом, если вы вдруг думаете купить себе такой ноутбук, покупайте, вот, реально можете не париться, главное, купите себе его с Active Pen 2, потому что в этом-то, собственно, основной кайф. Покупать такой ноутбук без стилуса, это как, правда, это какая-то ерунда, это бессмыслица. В этом нет смысла, честно. Без стилуса я бы купила себе 100 пудов какой-то другой ноутбук, который не выворачивается, с которым, которым просто другую модель надо брать. Поэтому еще раз, в качестве вывода. Так, еще по поводу веса, да, тоже там я читала, люди писали, что он типа тяжелый. Как вам сказать? Он не тяжелый, он весит меньше 2 килограмм. То есть, наверное, есть более легкие ноутбуки, я не спорю. Даже вот в магазине я видела там совсем легенькие какие-то модели. Но, здесь все-таки мощность какая? Здесь все-таки, это же все-таки как бы производительный ноутбук, поэтому для производительного ноутбука он очень легкий. Вот, я вообще не испытываю никаких тоже трудностей в плане его веса. Мне наоборот нравится, что он производит впечатление какой-то вообще вещи, ты ее несешь, и приятный такой металлический кусочек какого-то счастья, не знаю. По поводу веса тоже никаких проблем я не чувствую. Что мне вообще не нравится, но это мне не нравится в целом ноутбуках, это качество веб-камеры. Это жесть. Она очень плохая, качество 720 всего лишь, мне это не нравится, поэтому я использую вот внешнюю вебку, если я хочу стримить, и вам тоже советую. Вообще, ноутбуки в этом плане, конечно, могли бы немного потрудиться, чтобы встроить сюда нормальную камеру. Если бы здесь была нормальная камера, цены бы ему вообще не было. Вот так. Еще испытала я тоже нехватку USB-портов вчера. Хотела постримить, и мне нужно было включить вебку, включить микрофон через USB и еще мышку беспроводную тоже через USB. А здесь всего 2 USB-порта. Поэтому имейте в виду, вам потребуется переходник. У меня есть такой переходник, типа разветвитель USB. Обязательно потребуется. Даже вот мне с моим минимальным количеством задач уже потребовалось. И вам, скорее всего, тоже потребуется. Так, что еще? И да, если у вас будет этот стилус, я советую вам не выбрасывать из-под него упаковку, вот этот вот пакетик, потому что другой упаковки к нему нет, а носить его просто так это не очень круто, потому что у него перо, оно может повредиться. И в самом ноутбуке нет специализированного держателя, чтобы, эта штука не повредилась, поэтому советую вам не выбрасывать упаковку. Вот, такие мелочи в целом, а по большей части, конечно, я очень довольна. Я вот обновила Windows, все обновила, мне все нравится, там очень много настроек, шрифта, все работает отличненько, пока что никаких проблем с ним нет, с экраном тоже все супер. По поводу яркости экрана люди спрашивали, не слишком ли он тусклый, там 300 с чем-то нит. Он вообще не тусклый. Вот опять же, по моим ощущениям, я, конечно, не была на солнечном пекле, я думаю, там что угодно будет не очень ярким. А вот в домашних условиях я сижу все время где-то на яркости меньше 40%, и мне норм, не знаю. То есть, конечно, можно его сделать намного ярче, но зачем? Я сижу меньше, чем 40%. Вот, в принципе, и все. Про стилус будет отдельное видео. Я еще сама им ни разу не пользовалась, потому что я настраивала Windows, я настраивала, что там как, разбиралась, привыкала ко всему этому. И до сих пор, собственно, то, о чем я мечтала, этот стилус, я вот все предвкушаю, как я сяду, попробую рисовать. Скачала себе скетчбук, классную штуку для рисования. Попозже Photoshop поставлю. И буду пробовать. И, конечно, запишу для вас видео, как я буду пробовать, свои впечатления как художник от этого стилуса, сравню его со своим планшетом Samsung, на котором я последние лет 7 рисую.
Вот. Ну и вообще расскажу, подходит ли он именно для рисования, насколько это удобно, насколько это хорошо. Если у вас есть какие-то вопросы на тему этого ноутбука, задавайте в комментариях, я постараюсь вам на них ответить. Ну что же, еще увидимся. До скорых встреч. Всем пока!